Добрый день, с вами Аграфена, мой канал Магия Колдовства. Подробно обо мне можно узнать на моем сайте под этим видео. Также есть ссылки на мои соцсети, Инстаграм, Фейсбук, Телеграм-канал, где много также информации на тему магии, астрологии и влияния на свою судьбу. Сегодня у меня гадание, как всегда, по неделям по знакам зодиака, влияние астрологических аспектов на нашу жизнь. То есть самые влиятельные планеты Луна и Солнце. Солнце привязано наше ритм сна и бодрствования. Солнце садится, мы засыпаем, да. Также влияние остальных планет. Самое сильное влияние в нашей жизни все равно остается, это все-таки над всеми, это магия, которая рисует рисунок нашей жизни по-любому. Но мы сегодня рассматриваем высшие аспекты именно астрологических влияний. Дева, Весы, Скорпионы, Стрельцы, Козероги и Водолеи. Итак, Дева, что планеты помогают, как влияют или не помогают. Чем ходит Дева? Дева в мистическом потоке, соблазны, вас соблазняют разные желания. Но вы пока не определились, да, как этого достичь. Все-таки... Дева прямой. Значит, определились. Все хорошо будет. Дева вошла в силу. Да. Так, по работе. Нерешенные вопросы. До конца нерешенные вопросы. То есть медлят, если какие-то собеседования, или вы ищете сотрудника, или вам нужно с кем-то договориться. Все это тянется, вам задают дополнительные вопросы, доделки, переделки и так далее. Даже если не учитесь, не работаете, не можете решиться, да, как поступить с вашими там какими-то активами, пассивами, делами. Двойка мечей. Так, конкретно какой-то спор с окружающим, это родственники, соседи. Конфликт, который вы долго за него закрывали глаза, и вам придется так жестко, ну, Дева может очень жестко ответить. О, туз чаш. Отличное состояние. Вы на вершине, ну, дьявол, туз чаш. Эротичные, влиятельные, выздоравливаете от всех болезней, чувствуете себя физически, эмоционально, интеллектуально на самой вершине. Ух ты, Дева. Что-то делаем такое, очень интересная неделя. Прохождение через ноль. Шут перевернутый, как будто в шутку ваша личная жизнь приобретает какие-то важные очень дьявол туз кубков, шут. Интересная неделя. Шутили, дошутились, и ваше желание сбывается. Я бы так это охарактеризовала. Вы видите воочию то. Ага, император. Ну, что-то, если вы дева, женщина, мужик такой властный, прям какое-то приключение неожиданное. Властный мужчина, ну, такой деспот все-таки. Ну, Дева, я же говорю, что настолько сильные карты, у вас какое-то увлечение, прям вся ваша личная жизнь перестраивается. Очень интересный. Дева, интересно, девки пляшут. Итак, Весы. Весы избегают конфликтов, все достали, вы не хотите никому ничего объяснять. Вы дистанцировались от ваших преследователей, от тех, кто вас хочет разобрать по кусочкам, чтобы вы выполняли их хотелки. Нет, Весы сказали нет. По работе скучно, неинтересно, она вас не радует, может придется что-то выполнять, делать, но со скрипом. Опа, черная карта. Вас окружающие, вас опасность от людей в социуме. Это, да, это могут быть соседи и родственники. Это любое место, куда вы хотите идете. Это также, это там встречают какие-то тусовки. Это все люди, от которых вот такая вот встреча с опасностью. Ну, предупрежден, вооружен. Шестерка мечей, хорошая карта. Шестерка мечей хорошая карта, особенно для тех, у кого там проблемы с органами движения, позвоночником, но она также часто означает движение, продвижение, развитие какой-то болезни, особенно инфекционной.
есть, если что-то подхватили, вот это все будет развиваться. Так, если этой ситуации нет, карта хорошая, можете отправляться в путешествие, становиться на ноги. Так. Легко, легко. Что у вас в личной жизни весы? Вы расчетливые. Одна, еще эта карта, вот эти планы, что что-то, то, что оплачено, то, что какие-то билеты, что-то вот, они не работают, они откладываются, то есть все оказывается ну, не таким земным, прочным, в общем, одна болтовня. Перекладывание, откладывание. Вообще карта иллюзий, то есть где-то вы о чем-то мечтаете, ушли куда-то в космос, да, вот все-таки. Весы такие очень разные на этой неделе. Скорпионы. Угу. Отшельник. Ой, это люди, ну, не искренне. Вокруг вас, хотя Скорпион, он сам очень такой себе на уме. И если вы будете, как говорится, следовать этой энергии, то это ваше, Скорпионы. Придумывайте гадкие какие-то дела себе на уме, думайте о себе, никому ничего не рассказывайте. Можно и так. О, еще маг. Хитрость, опять же, это руководитель, способ управлять людьми. Также, если вы женщина, это какой-то лямур, прям мужчина вам интересуется. Вообще так заработок, применение хитрости. В общем, вы на пике своих возможностей, но смотрите, чтобы вас не перехитрил более хитрый. Там маг какой-то. Хорошая карта, кстати, и для магов. Но в том случае, если вы проявляете, скажем так, темные стороны своей натуры, тогда на пользу. Так, десятка мечей. Что проблемы с окружающими, известия чьей-то болезни родственников. Если у вас намечены какие-то серьезные дела на эту неделю, да, что опасайтесь. Вообще, вот это вот социум, вот эти соседи всякие, охрана. То есть есть как негатив, негативная карта, которая представляет для вас опасность. Ну, вот, не всегда, но так бывает. Проблемы с органами движениями, ноги, будьте внимательны к вывихи разного рода. Также карта говорит, что у вас недостаток каких-то веществ, что-то вы нет возможности как то ли выспаться, то ли поесть нормально. В общем, пока это не болезнь, но такое предупреждение, что будьте осторожны, что у Скорпионов всегда какая-то сложность. Зато в личной жизни возвращение из прошлого, человек, которого давно не видели, выйдет к вам на связь, либо произойдет встреча случайная, а может и не случайная. Ой-ой-ой-ой-ой. Что у Скорпиона такая тяжелая жизнь? Ну, у вас это как-то тройка мечей, десятка мечей. Прям грусть, печаль. С одной стороны два мужика, с другой стороны одно расстройство от этих возвращений. И также вы можете получить некое известие, которое вас расстроит. Вот эта карта возвращения часто означает, что слышите о человеке из прошлого. Ну, такое. Стрельцы. Рыцарь Пентаклей. Ваши финансовые планы затягиваются. Оказывается, что где-то ненадежно, где-то что-то вы не просчитали. Мужчина знака Пентаклей. Опять же, у него некие... Он непоследовательно себя ведет, перевернутый у нас. По работе сила. Вы увлечены своей работой, держите все под контролем, зарабатываете деньги. Особенно также хороша карта для силовиков, для тех, кто зарабатывает, влияет на людей, то есть красотой, спортом. В общем, хорошая карта о страсти мордасти. В окружении резко какая-то ситуация, которая вас принудит, ограничит вас в каком-то смысле, чтобы вам подчинить все ваши усилия, вам необходимо будет ее разгребать. Это может быть болезнь родственников, кто-то заболел, кого-то надо лечить, что-то надо срочно делать.
вы будете вынуждены кинуть на это силы. Шестерка мечей. По здоровью хорошая карта. Исключение составляет, если у вас какое-то заражение было, инфекционная болезнь, она развивается по шестерке мечей. То есть у нее продолжается. В остальных случаях это становление на ноги, вы можете быть активны, отправляться в путешествия. И даже выздоровление означает. Или возможность, даже если сильно тяжелая болезнь, у вас новые какие-то горизонты, уже может, придумано лечение и так далее. Любовь, любовь, любовь. Нет любви. У вас нет доверия. Либо ваши чувства, ну вот, охладели. Бывает такое вот. Скука, отсутствие интереса. Для новых начинаний тоже не подходит личной жизни. Зато, тем не менее, у стрельцов, если вы женщина, вот рыцари всякие, такой и сякой. Этот балабол, этот позиционирует себя как серьезный, но на самом деле нет. Ну, может быть, это такой вот неделя. Помним, что карта, влияние карты очень сильно зависит. Да. Это итог, это неделя, это год, это личная жизнь. Смотрим. Козерог болеет. Прям болеет. Прям все болит. И нога, и руки, и душа. Что ж такое? По состоянию, по работе. Вы, тем не менее, работаете. У вас работа кипит, вы переходите к новым этапам, быстро решаете ваши вопросы, оформление. Даже если не учитесь, не работаете. Белая карта в окружении. Вы знакомитесь с новыми людьми, появляются новые идеи. Можете поменять даже общество вокруг вас. Попасть на какую-то там церемонию, да. Что-то новенькое. О, карта маг. Здоровье отлично. Даже для очень тяжело больных указывает на мага, который, ну, это не совсем традиционный врач, то есть он применяет нестандартные методики. Излечение. Излечиться даже в самой сложной болезни. Ну, прекрасно, да. Нетрадиционные методы в том числе. Известие любовное, прекрасное, подарки. В общем, у Козерога прям на такое начало, но, видимо, эта неделя заканчивает вот этот вот период какой-то грустный. Ой. Прям подарок, вступление в наследство, покупка, оформление, переезд, счастливый переезд в недвижимость. Прям супер-пупер. Какой-то прям неделя возможностей для Козерога. Это неделя, даже без, очень сильная карта, туз материальная в основном. Самые крупные карты по деньгам выпали. Маг и белая карта. Сыграйте в лотерею, что ли. Тоже может быть. Так, наши водолеи. Водолеи запутались в трех соснах. Не могут на чем-то сосредоточиться. Пойти налево или направо. То есть, ну, никуда не спешат при этом. Да? Путаемся и путаемся. Ожидание. Простой. Вынужденный. Вы чего-то ждете, чего-то ответа, кто-то подумает, что делать дальше, или кто-то что-то взял у вас, как говорится, какой-то подряд и тянет. О, дьявол. Социум. Дьявол, дьявольски хитрый. Тут либо вам надо проявлять дьявольскую хитрость, очень быть осторожными. Как бы понимать, что люди вокруг вас, ну, они не искренние. То есть, если вы проявляете, помним, что, да, дьявол работает на вас. Если вы противоречите этой природе человека, ну что, вы сами себя подставляете. Так, любовники перевернутые. Ну, что-то у вас парные органы, больше такое эмоциональное какое-то, это скорее, что... Перепады настроения, перепады давления, какие-то гормональные сбои. Ну, пока это такая вот карта. Почки.
То работает, то не работает. О, в личной жизни колесо фортуны. Вас ждут перемены. Причем ваш шанс вот на этой неделе прямо приходит. Какие-то старые дела перевернуть по-новому. Это может быть и новый шанс. Да? К старым он тоже относится. Что то, что не получалось, наконец получится. И под конец недели нестандартно для водолеев хандра такая, знаешь, вытягиваю, высасывает из пальца какие-то печали, но помню, водолей этому не свойственно, это быстро проходит, но тем не менее вот такое вот состояние, да, что тревожусь, надо потревожиться, потому что надо. А с вами была Графина, все мои контакты для обращения за платными услугами под этим видео. До свидания.